Азан в этой мечети звучит вот уже более 40 лет. Она расположена на окраине города и пока единственная в ингушском Алгабеке. Давно устарела по многим параметрам и не отвечает современным требованиям. Но все бы ничего, если бы она могла вместить в себя всех прихожан, особенно во время пятничной молитвы. Для города с почти 39-тысячным населением мечеть просто крошечная. Данная мечеть была построена для всего района, когда ее строили. И тогда считалось, что эта мечеть большая, но на сегодняшний день я и вы, наверное, очевидцы, когда пятничный разбег, мест не хватает. Все верхние балконы забиты, первый этаж тем более забиты. Эта мечеть в аварийном состоянии, и эта мечеть маленькая, мало было прихожан. А сейчас люди более начали познавать свою религию, и люди начали больше в мечеть ходить. О необходимости построить новую мечеть говорили очень давно. Долго не могли определиться и с местом для строительства, поскольку подходящего свободного участка земли не было. Однако по воле Всевышнего этот вопрос решился. Нашелся человек, который пожертвовал для богоугодного дела свой участок земли размером 1 гектар в самом удобном для жителей месте – центре города. А далее началась реализация масштабного проекта по возведению новой мечети. Вот эта мечеть уже строится почти 10 лет. Там у нас сначала проекта не было, там с землей все не решено было. Больше времени вот так мы потеряли. Новая соборная мечеть рассчитана на более чем 6 тысяч прихожан. Согласно проекту, выполненному в Турции, она будет трехэтажной и выполнена в османском стиле с центральным куполом высотой 45 метров. У мечети будет 4 угловых минарета высотой 68 метров каждый. Для этих работ пригласили специалистов из Турции. Алхамдулилlah, очень красиво. Это 3 месяца, иншаллах. Закончила кубба. Укушно, отличная. Здесь предусмотрен внутренний двор с парковкой и место для омовения. На 2-м этаже расположен балкон для мужчин, а на 3-м для женщин. С 2 сторон расположены лестничные марши. Один из них для женщин, который ведет на 3-й этаж. Отдельный вход будет, центральный вход и один вход сбоку. 3-й этаж, балкон 3-го этажа предназначается для женщин. Во-первых, она будет видна с любой стороны, а старая мечеть, надо ее поискать еще по городу, поспрашивают. Незнакомые люди, когда приезжают, они спрашивают, где можно помолиться. Ну, показываем, естественно. Ну, а так, если Аллах даст, эта мечеть у нас будет, ее будет видно уже от того перекрестка. Учитывая то, что это очень важный и масштабный объект для мусульман, было решено сделать мечеть большой и компактной, удовлетворяющей потребности большинства жителей города. Но для реализации задуманных планов необходимо было найти спонсоров, меценатов, организовать сбор пожертвований. Таким образом, благодаря всем неравнодушным благотворителям удалось начать строительство главной святыни города. Но впереди предстоит сделать еще очень многое, а потому темпы открытия мечети зависят от пожертвований людей. Я думаю, что тут мы должны быть особенно щедрыми, так как это мечеть, это проект Садака-Джария, непрерывная милостыня. И это первая мечеть в республике имени любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Все зависит от того, как вкладывают люди, как они неравнодушны. Именно щедрость и неравнодушие местных жителей позволяет реализовывать многие проекты в Ингушетии. Мусульмане республики руководствуются изречениями пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, который говорил, что садака не уменьшает богатство и что Всевышний построит рай тому, кто построит дом Аллаха. Несмотря на то, что Ингушетия находится на одной из самых низких ступеней социального развития в России, пассионарности местных жителей можно позавидовать. Все социальные проекты в республике, в том числе и религиозного назначения, реализовываются исключительно за счет пожертвований местных мусульман. И мечеть имени пророка Мухаммада можно смело назвать всенародным проектом, который объединил сердца мусульман Ингушетии. Зелимхан Калоев, Адам Аушев, канал Алиф, Ингушетия. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.